Всем привет, меня зовут Надя, и это канал о вязании. И в этом видео я буду вязать большую корзину из джута крючком. На моем канале уже есть одно видео про большую корзину из джута, это прошлогодний ролик. Обложка выглядит вот так. И в этом видео я хочу сделать обновленный мастер-класс про большую корзину из джута из материалов от пряжи Центр. У меня вот такой канат, халва от пряжи Центр, толщина нити написана XL, это нам ни о чем не говорит. Вот его характеристики. Толщина нити 8 мм, длина 10 метров, вес приблизительно 400 грамм. Канат на самом деле очень красивый и очень качественный. Посмотрите, какой красивый канат. Я его еще даже не распаковывала, но мне кажется, он будет очень хорошо смотреться в изделии. И вот такая тонкая джутовая нить, опять-таки толщина нити S, но это опять ни о чем не говорит. Как указано на этикетке, толщина нити 1,5 мм, длина в одном мотке 200 метров и вес 220 грамм. Вязать я буду в две таких нити. О том, сколько уйдет у меня каната и сколько уйдет у меня шпагата на корзинку, вы узнаете в конце видео. Крючок я возьму номер 5. Достаю одну нить из центра бобины и одну нить с края бобины. И таким образом у меня получается двойная нить. Первый ряд я буду вязать пока без каната. Делаю магическую петлю из 2 витков. То есть просто кладу нить на ладонь и делаю 2 раза поворот рабочей ниткой по часовой стрелке. Вставляю крючок в это кольцо, подхватываю рабочую нитку, делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд. Немножко подтягиваю кольцо. И дальше в это кольцо делаю еще 10 столбиков без накида. Первую воздушную петлю я не считаю за столбик без накида. Раз. Два. Затягиваю магическую петлю. Первый ряд готов. Дальше я буду ввязывать канат, но прежде чем ввязывать канат, его кончик надо подстричь лесенкой. То есть, смотрите, у меня 3-ниточный канат, я разматываю его конец и постригаю нити на разном расстоянии, для того, чтобы получить постепенное истончение этого каната. И снова его скручиваю. Вкладываю канат в свое изделие к первому ряду, ко второму ряду точнее уже, и вставляю крючок под первую горизонтальную петлю, под обе дужки, вот она. Хвостик тоже ввязываю, подхватываю рабочую нитку, вывожу ее, делаю столбик без накида. В эту же точку опять вставляю крючок, снова подхватываю рабочую нитку, делаю второй столбик без накида. Давайте возьмем маркер. Вешаю маркер на первую из этих петель, она будет отмечать начало ряда. В следующую точку опять под обе дужки вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку, канат и хвостик внутри, делаю 1 столбик без накида, в эту же точку делаю второй столбик без накида. Во втором ряду мне нужно удвоить все мои петли предыдущего ряда, то есть в предыдущем ряду было 10 петель, а первую воздушную петлю не считаем, значит во втором ряду будет 20 петель. В каждую петлю я вяжу просто по 2 столбика без накида до конца ряда с канатом внутри. Здесь можно немножко подтянуть канат, прям очень аккуратно, чтобы он не выскочил из ряда, так, чтобы просто хвостик скрылся.
Ну и, в общем, продолжаю так до конца ряда. Второй ряд у меня готов. Теперь, если пересчитать косички, начиная от маркера, их должно быть 20, потому что в каждом ряду мы просто будем прибавлять 10 петель. У меня все правильно. Следующий ряд третий. Как я уже сказала, в каждом ряду нужно прибавить 10 петель. Поэтому в третьем ряду мы будем прибавлять 10 петель через одну петлю. То есть делаем одну одинарную петлю, дальше петля с прибавкой. Одна одинарная, петля с прибавкой. Повторяем так 10 раз. Итак, снова начинаю сначала в точку с маркером. Маркер я сниму. В эту точку делаю одинарную петлю. То есть просто один столбик без накида. Вешаю на этот столбик маркер, чтобы отметить начало ряда. Дальше делаю 2 столбика без накида в следующую точку. И повторяю это 10 раз. Снова одинарный. И снова 2 столбика в следующую точку. Или прибавка. Раз. И сюда же 2. И число петель в третьем ряду должно быть равно 30. Третий ряд готов. Для контроля себя можно пересчитать петли. Я снимаю маркер и перехожу к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд это будет 2 одиночных петли, 1 двойная. Ну, я думаю, здесь закономерность уже понятно. В каждом ряду просто будет увеличиваться количество одиночных петель между двойными петлями. Если бы мы вязали идеальный круг без каната, я бы сказала вам, что не нужно делать прибавки одна над другой, что нужно их смещать, но здесь внутри канат. И он такой жесткий, такой толстый, что чтобы сделать на нем угол, нужно еще постараться. Поэтому здесь я не буду задумываться над прибавками предыдущего ряда и буду делать просто, прибавляя в каждом ряду по одной одинарной петле. Итак, одну одинарную петлю в этом ряду я уже сделала. Делаю вторую одинарную петлю. И дальше делаю прибавку. То есть 2 петли в одну точку. Раз. 2. Повторяю это 10 раз. Соответственно, число петель будет равно 40. Четвертый ряд готов. В пятом ряду количество одинарных петель между прибавками становится равно 3. И, соответственно, общее число петель в пятом ряду будет равно 50. Ну, я думаю, здесь все понятно, все очевидно. Делаем 3 одинарных петли и 1 прибавка. Повторяется все это 10 раз. Ну и так далее. Вяжем на нужную величину своего донышка. Так как вначале мы набирали 10 петель, то поэтому каждый раз мы прибавляем 10 петель. Именно такое число петель ложится как бы в круг с канатом хорошо. И здесь получается очень удобно считать номер ряда, соответственно, умноженное на 10 будет число петель в круге. Также номер ряда минус 2 это будет число одинарных петель между прибавками. То есть в пятом ряду 5 минус 2 это 3, получается 3 петли между прибавками. Шестой ряд 6 минус 2 это 4, это 4 одинарных петли между прибавками. То есть эта формула применима к любому ряду. Итак, я провязала 9 кругов, 9 рядов, и теперь я собираюсь погладить этот круг для того, чтобы его края, видите, не стали загибаться. Чем чаще вы будете гладить свой круг из джута, тем ровнее он будет в итоге. Я советую его гладить вообще каждые 3-4 ряда. Особенно если вы вяжете достаточно большое изделие. Вот я вяжу корзину, и мне кажется, ее нужно погладить сейчас. Ставлю утюг на максималку, включаю пар и просто глажу. Мой блинчик расправляется, и посмотрите, каким ровным и красивым он становится. Я не использую никакую марлю или ткань при глажке джута, но это все равно, что гладить лен через ткань. Я считаю, это немножко глупой затеей. Джут не боится ничего. Единственное, что он, конечно, боится стирки, он немножко садится, но вот утюга он не боится. И гладить его можно спокойно.
Я связала 11 рядов для донышка. В сантиметрах это приблизительно 31 сантиметр. На этом я решила остановиться. Переход от донышка к стеночкам я не делаю, то есть я просто бросаю делать прибавки и продолжаю вязать самыми обыкновенными столбиками без накида по кругу. Как я уже сказала, в донышке у меня 11 рядов, и соответственно между прибавками у меня получается 9 петель. А всего число петель в последнем ряду донышка равно 110, и соответственно в каждом следующем ряду я буду делать 110 столбиков без накида. Просто беру канат и прикладываю его как бы к изнанке своему донышку и начинаю обвязывать по одному столбику в каждую петлю предыдущего ряда. Маркер все так же я продолжаю переставлять, отмечая им тем самым начало или конец каждого ряда. Вяжу так на нужную высоту своей корзинки. Постепенно, когда мои края начинают заворачиваться, я немножко помогаю им руками и поправляю каждый ряд. Просто как бы расправляя петли в нужном направлении. Ну, то есть я их вот так вот заворачиваю в ту сторону. Один моток вот такого каната у меня закончился, то есть это 10 метров, и закончился практически второй моток шпагата. Вот на какую корзиночку мне пока хватает моих материалов. Дальше мне нужно соединить будет канат. Буду соединяться с помощью пластикового пистолета. Немного кручу канат в руках после того, как клей схватится, и дальше можно уже просто продолжить вязание. Корзинку я почти закончила. В высоту я связала 20 рядов. У меня на это ушло 2,5 мотка каната. Вот такой остаток каната у меня от третьего мотка, наверное, метров 5 из него ушло, и ушло почти 4 мотка пряжи. Мне еще нужно довязать будет вот до сюда этот ряд. Я примеряю канат к последнему ряду и отрезаю его лесенкой, так как мне нужно постепенное истончение каната. Скручиваю нити каната обратно и точно так же ввязываю их в полотно. После того, как канат закончится, я провяжу еще несколько столбиков совсем без каната, для того, чтобы мой край стал еще тоньше. Вот это приблизительно 3-4 столбика и будет достаточно. Дальше нить можно просто обрезать. Вытаскиваю ее и делаю соединение. Крючок я вставляю в петлю, следующую за вот этой петлей, да? То есть как бы одну петлю я пропускаю. Вставляю с изнанки на лицо под обе дужки кромочной косички, подхватываю рабочую нить, вывожу ее и в последнюю петлю, в саму петлю, в шапочку вставляю крючок, подхватываю рабочую нитку и вывожу ее. Все, на этом вязание корзинки почти закончено. Теперь, если пересчитать вот эти косички, их должно быть 110, потому что в каждом круге у меня было 110 петель. Из остатка каната и джутовой пряжи я сделаю еще один ряд, только он будет не по спирали, он будет кольцевой. Прикладываю канат, беру пряжу, небольшой задел здесь оставляю, хвостик от вязания тоже я буду ввязывать и начинаю просто делать по краю своего изделия столбики без накида. Все хвостики я ввязываю в изделие вместе с канатом. В
конце ряда нужно обрезать канат под корень, так, чтобы кольцо сомкнулось. Снова стыкую канат с помощью пластикового пистолета. Ввязываю остатки каната в свой ряд все теми же столбиками без накида. В конце ряда делаю столбики без накида. И вот смотрите, у меня столбик, который был самым последним. Да? Здесь, помните, была такая смыкающая петля. Вставляю крючок в нижележащий ряд. Вот так. Получается как бы под 2 косы. И самый последний столбик. Дальше обматываю рабочей ниткой джутовой пряжи по периметру 5 раз свою корзинку. Вот так вот. Таких витков делаю 5 и обрезаю нить. Вытаскиваю рабочую нитку через последнюю петлю. Завожу крючок под первую горизонтальную с изнанки на лицо. Опять вытаскиваю нить. И дальше в последнюю петлю и в ее шапочку. Снова подхватываю нить и снова ее вытаскиваю. Итак, смотрите, вот у меня получился финальный ряд. Кольцевой, он не по спирали, здесь вот корзинка сомкнулась по спирали, а здесь как бы такой кольцевой ряд, который выровняет край, и он мне нужен еще для того, чтобы сделать бахрому. Дальше прокладываю ряд из соединительных петель. Одну петлю, вторую, одну петлю через другую. Снова под обе дужки косички. Одну петлю через другую. Так, до конца ряда. В конце снова сделаем соединение протяжкой. Последняя соединительная петля. Вывожу нить. Вставляю крючок под первую соединительную петлю. Подхватываю. И дальше завожу крючок еще с изнанки. И в последнюю соединительную петлю. Подхватываю нить, вывожу ее. Хвостики прячу на изнанке в рядах. И на этом вязание моей корзиночки закончено. И я хочу еще сделать бахрому по краю своей корзинки, по периметру. И для этого я возьму 2 моточка вот такой белой хлопковой нити. Вот ее этикеточка. Для начала я проложу ряд из соединительных петель на ряд ниже от края, от верхнего края своей корзинки. Скажу сразу, вязать этой ниткой было очень неудобно, она не предназначена для вязания, она совершенно не скручена, но при этом почему-то она жутко крутится в мотке, хотя я всего лишь вяжу крючком. После того, как ряд из соединительных петель по периметру проложен, я смыкаю этот ряд с помощью хвостика. Здесь вам придется просто поверить мне на слово, да я думаю, вы уже все знакомы с этим методом. Делаю протяжку последней соединительной петли хвостиком и соединяю ряд. Концы на изнанке просто завязываю на узел, и дальше я их спрячу в изделии. Этот соединительный ряд мне нужен для того, чтобы мне было за что подцепить свою бахрому.
Бахрому я буду делать макраме. Скажу сразу, макраме я не делала никогда. Возможно, когда-то в школьные годы я плела феечки, но из тех узлов здесь не будет использоваться ничего, и поэтому это можно считать моим первым опытом макраме. Я отмеряю размер нити, который мне нужен, просто натягиваю нить от пола до начала своей бахромы, до начала этого ряда, и умножаю ее на 2. Ну, фактически в сантиметрах это получается 60 сантиметров, и таких нитей мне нужно отрезать 88. Почему 88? Число петель в моей корзинке 110 по периметру, но это такое не очень удачное число для макраме. Оно делится на 2, делится на 5, делится на 10, делится на 11 и, в общем, практически больше ни на что не делится. А для макраме хорошо, когда на 8 делится, на 6. И поэтому я сделаю такой узор. Я повешу нити на 4 петли подряд, а 5-ю пропускаю, и так чередую по всему периметру. 4 петли подряд вешаю, 5-ю пропускаю, и таким образом я получаю узор, у которого раппорта 5 петель. Просто складываю нить пополам, просовываю ее с помощью крючка под отделочную косичку, и дальше образуется петелька, в эту петельку вставляю концы нити. Таким образом получается узелок, на котором висят эти нити. Прохожусь так по периметру и дальше начинаю делать узлы. Нити у меня будут двойные, и двойными нитями я буду делать узлы. Беру 4 пары соседних нитей, между которыми есть пробел, и делаю двойной плоский узел. Беру левую пару, кладу ее на 2 центральных пары и завожу под правую пару. Затем беру правую пару, кладу ее под 2 центральных и просовываю нить в левую пару. Таким образом получается один узел, и второй узел делаю наоборот. Узлы подтягиваю. Здесь видно, я сделала одну ошибку, я слишком туго натянула узлы, слишком оставила маленькое расстояние от начала бахромы до самого узла, и как-то смотрится все очень стянуто. В дальнейшем я это распустила и просто сделала сами узлы пониже. Таких узлов я сначала хотела сделать 2 ряда в шахматном порядке, но потом поняла, что отрезала достаточную длину нити и сделала 3 ряда в шахматном порядке. В самом последнем, 4-м ряду, также в шахматном порядке я буду формировать кисточки. Я беру все те же 4 пары нитей и просто завязываю обычный узел. Так прохожусь опять по периметру, а дальше мне остается лишь подстричь свои кисти на одинаковую длину, потому что у меня они все получились разные, да и такие длинные кисти мне не нужны. Беру ножницы и подстригаю кисти по самой маленькой. Ну, фактически получается бахрома на половину корзинки. В принципе, то, что я и хотела. От макраме всегда остается так много останков, поэтому, наверное, оно мне не очень нравится, потому что его очень сложно назвать безотходным производством. Что теперь делать с этой кучей ненужных нитей, не знаю. А дальше я беру расческу и
просто начесываю свои кисти, как показывают во всех туториалах по макраме, но мои кисти почему-то не пушатся, а просто закручиваются, как будто бы их кто-то завил плойкой в одну сторону. Ну, видимо, это особенность той нити, которую я для этого использую. В принципе, все, на этом моя корзина закончена. Ей, конечно, можно еще добавить ручки, но я не знаю, нужны ли здесь ручки. Посмотрите, какая она получилась. Вот такая у нее бахрома. Размеры моей корзинки в диаметре это 30 сантиметров, а в высоту 32-33 сантиметра. Из материалов мне потребовалось 2,5 мотка каната толщиной 8 мм и по 10 метров каждого мотка, то есть это 25 метров. 4 вот таких мотка джутовой пряжи размера S и 2 вот таких мотка хлопчатобумажной пряжи. Если вам понравилось это видео, не забывайте про свои лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А также напишите в комментариях, нужно ли мне сделать ручки для этой корзинки или и так хорошо. Спасибо за внимание, пока-пока.